Экстренная эвакуация, перестрелки и ракетные удары. Войска пошли в атаку. Еще 2 страны вступили в войну. НАТО бьет по Калининграду. Фронт через Молдову. Атака с севера. Правда это или запугивание? Подарки от Германии Путину. Какие именно, он узнает, когда прилетит. Бундесвер готов передавать боеприпасы. Летающий музей коррупции догорает в Сибири. Кто ответит за крушение? И при чем тут Украина? Россия теряет до 1600 человек в день, а чтобы уменьшить потери, в Думе придумали спецназ. Как это должно работать? Эти и другие самые важные события. Утро пятницы, 25 июля. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Белоруссии и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Пока Евросоюз обсуждает климат и бюджет, на пропагандистском фронте уже вовсю рисуют карты будущей войны. На этот раз от имени так называемого военного эксперта Александра Зимовского, который сообщил, что Брюссель якобы рассматривает 2027 год как дату начала боевых действий против России. По словам Зимовского, Запад якобы уверен, что может выиграть ограниченную войну против России. В ход идут все те же старые сказки про удар по Калининграду и поход НАТО через Сувалкский коридор. Командующий силами НАТО Кристофер Донахью действительно говорил, НАТО может стереть с карты Калининград в неслыханно короткие сроки. Правда, теоретически, но пропагандист за это ухватился. По одному из его сценариев шведский остров Готланд превращается в плавучую крепость, Эстония и Финляндия стягивают силы, воздушную и морскую часть Калининграда могут заблокировать, чтобы вынудить Россию пробиваться через Сувалкский коридор. Это сразу втягивает в войну Польшу и Литву. Второй сценарий – Молдова. Фронт через Приднестровье. НАТО усиливает инфраструктуру страны, аэродромы, склады, железные дороги. По мнению аналитиков, удары могут быть нанесены по Приднестровью и Гагаузии, что заставит Россию вмешаться и спасать своих. Возможен сценарий прорыва сухопутного коридора через Одессу и Николаев с масштабными боями и ракетными обстрелами. Третий вариант – Скандинавия. Удар с севера. Финляндия – новый член НАТО с отлично сохранившейся военной инфраструктурой. Оттуда можно атаковать сам Санкт-Петербург, Карелию и Мурманскую область. Такой шаг может привести уже не к ограниченной войне, а к прямой ядерной эскалации. Сценарий номер 4 – войны не будет. Пока. Кремлевский политолог Сергей Марков считает, европейцы используют тему войны, чтобы решать свои внутренние проблемы и выбивать деньги на оборонку. Но он не исключает и случайного начала конфликта по глупости, как в 1914-м. Ну а затем финальный аккорд. Якобы, чтобы образумить Запад, Россия должна провести натурные испытания ядерного оружия. Если все это вам кажется бредом, так и есть. Но задача подобных экспертов не анализировать, а накачивать страхом, легитимизировать милитаризм и подменять реальность образами окруженной крепости. Россия готова к полной изоляции. После переговоров с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский, глава российской делегации, выдал историческую аналогию. По его словам, нынешние санкции Запада – это как полная блокада Советской России после 1920 года. Не к нам вопрос, не к переговорной группе. Я могу так вам сказать, после революции и гражданской войны в 2020 году, опять еще одна историческая справка, у нас не то что санкции, у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Всех. Вот. Ничего, это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну. Правда, в этом историческом экскурсе он почему-то умолчал о ленд-лизе, крупнейшей военной поддержке СССР от США и союзников в годы Второй мировой. Без американских танков, самолетов, тушенки и пороха, и даже проволоки история могла бы сложиться иначе. Украина получит возможность бить по территории России. Глава МИД Германии говорит, что Берлин не будет публично раскрывать, какие именно системы вооружения передаются Киеву, чтобы не подсказывать Кремлю. Его заявление прозвучало на фоне затянувшихся дебатов в Германии по вопросу передачи Украине крылатых ракет «Таурус». Сам Вадефуль не стал прямо подтверждать, что именно эти ракеты будут поставлены, но отметил, что такие системы не просто передать, нужны месяцы на обучение. Он также
также подчеркнул, что основной проблемой сейчас является не нехватка денег, а ограниченное производство оружия и темпы поставок. Германия, по его словам, уже работает над расширением ВПК. Украина имеет право защищаться от нападений. Для этого она также получит возможности воздействовать на территорию России. Но мы не станем рассказывать Путину через СМИ, какие именно вооружения передаем Киеву. Накануне канцлер Фридрих Мерц заявил, что обучение украинских военных работе с Таурус займет минимум полгода и призвал подходить к этому вопросу реалистично. Германия, я напомню, буквально накануне официально заявила о перестройке в Бундесвере и стремлении сделать немецкую армию самой сильной, как минимум, на континенте. Крушение самолета в РФ. Пропавший Ан-24 нашли. Фюзеляж пылает в тайге в труднодоступном месте в 15 километрах от Тынды. По данным МЧС, обломки заметили экипажи вертолетов Ми-8. На борту находилось 49 человек, все они погибли, подтверждает в российском следкоме. На кадрах с места вертолет МЧС кружит над обугленным пятном в лесу. Подтверждение жертв и причины катастрофы скоро будут. Самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области, оказался летающим реликтом советской эпохи. Борт был произведен еще в январе 1976 года на киевском заводе «Авиант», и на момент аварии ему было почти 50 лет. Выкат за пределы взлетно-посадочной полосы в 2018-м, отказ генератора в 22-м, инцидент с опасным сближением с другим рейсом, неисправность радиостанции и многое другое. Все это задокументированные факты. Тем не менее, как сообщает ТАСС, его сертификат годности был продлен аж до 2036 года. Ан-24 принадлежал авиакомпании «Ангара», одного из крупнейших региональных перевозчиков в Восточной Сибири. Перед вылетом, по официальной версии, борт был технически исправен. Он выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында, но не смог сесть в пункте назначения с первой попытки, ушел на второй круг и пропал с радаров. В начале года гендиректор «Ангары» публично просил разрешить полеты на 50-летних Ан-24 и Ан-26, объясняя это отсутствием альтернатив. Российская гражданская авиация все чаще сталкивается с невозможностью закупки новых самолетов и даже запчастей. В 2024-м авиакомпании сняли с эксплуатации 58 самолетов, а флот сократился до 1138 воздушных судов. В 2025-м ожидается падение пассажирских перевозок как внутри страны, так и за ее пределы. Тем временем амбициозная программа импортозамещения обернулась провалом. Из обещанных 1000 лайнеров за 3 года построено только 5. 3 Ту-214 и 2 Ил-96. В начале 2025 года правительство даже сократило план выпуска самолетов на 50%. Еще в 2023 году появилась в открытом доступе рекомендация пилотам гражданской авиации России минимизировать использование тормозов при посадке самолетов. О чем это говорило? О том, что вот эти тормозные системы самолетов, они очень быстро выходят из строя, и менять их очень сложно. То есть либо они меняются китайскими аналогами, а они хуже, либо самолеты не летают и идут на каннибализм. Это тоже для России нормальная вещь, когда из нескольких старых самолетов собирают детали для одного, который более-менее летает. Тем не менее, уже тогда был, когда Россия, по сути, пошла на воровство самолетов и боингов и airbus'ов, которые она арендовала в Ирландии и других стран мира, было понятно, что никто им детали для них поставлять не будет. Соответственно, проблемы все-таки рано или поздно начнутся. Рождаемость в России падает быстрее, чем когда-либо за 2 столетия, и Кремль отвечает на это созданием демографического спецназа. Об этом с пафосом заявила Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. По ее словам, теперь в каждом ведомстве есть замминистра, отвечающий за демографию, а семейные ценности стали общегосударевым делом. Сегодня в любом ведомстве вам назовут фамилию замминистра, который занимается демографией. Создан такой демографический спецназ. Можно надеяться, что мы вернем наши традиционные ценности.
Но за громкими фразами пугающая статистика. В первом квартале 2025-го в стране родилось только 288, почти 289 тысяч детей. Это еще на 4% меньше, чем годом ранее. Эксперты уже называют это антирекордом с рубежа 18-19 веков. За весь прошлый год в России родилось всего около 1 миллиона 220 тысяч детей. Минимум с 1999 года. На фоне пропаганды многодетности, заигрываний с традиционными ценностями и давления на женщин, включая ограничение абортов, реальность говорит обратное. За год естественная убыль населения составила почти 600 тысяч человек. Россия теряет в среднем более 1500 человек в день. На этом фоне власти решили просто спрятать цифры. Росстат засекретил помесячные и региональные данные по рождаемости, ну а затем и по общей численности населения в стране. Экстренная эвакуация населения из 50-километровой зоны вдоль границы. Об этом заявил премьер-министр страны. Местные власти объявили об эвакуации. Около 40 тысяч человек из 86 деревень покидают дома. Обстановка между Таиландом и Камбоджей перешла в открытую фазу конфликта. На спорном участке границы в провинции Отдар-Мьенчей начались вооруженные столкновения между сухопутными войсками двух стран. Перестрелки идут минимум в 6 разных точках. Таиланд заявил, что Камбоджа нанесла ракетные удары по его территории. По данным Минздрава, погибли 11 мирных жителей, еще 35 получили ранения. Один из ударов пришелся по автозаправке и магазину. В Бангкоке утверждают, что Камбоджа использует системы ГРАД. В ответ ВВС Таиланда нанесли авиаудары по военным объектам на территории Камбоджи. Пресс-секретарь Минобороны подтвердил использование истребителей F-16. В Пномпене уже заявляют, что на их территорию были сброшены бомбы и называют действия Таиланда жестокой агрессией. Эстония официально запрещает Лукашенко. Власти сделали санкции против режима бессрочными. Это значит, что Александр Лукашенко и еще 272 человека больше никогда не смогут въехать на территорию страны. На протяжении почти 5 лет после введения санкций в Беларуси не произошло позитивных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам. В санкционном списке приближенные Лукашенко, судьи, силовики, пропагандисты и чиновники, прямо участвующие в репрессиях. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца это видео. Спасибо вам за доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. На этом пока все. Хорошего вам дня, до новых встреч и хороших вам новостей.